что можно, что нельзя, детский сад, школа, институт. Кто я? Самый первый и самый главный вопрос, который разрывает нас изнутри. И ты начинаешь реагировать на происходящее все вокруг тебя, начинаешь бунтовать, соревноваться, самоутверждаться среди себе подобных сверстников, мальчики кто сильнее, девочки кто красивее. И так формируется твое психоэмоциональное пространство под названием эго. Будущий стержень нашей взрослой личности, абсолютно каждого человека. Согласно раннему импринтированию эмоциональной реакции на создавшиеся условия или события, что происходит с нами в детстве. Ощущения, чувства, эмоции, реагирование, причина, поступок, следствие. Мало кто знает, что человек при всем своем многообразии эмоциональной сферы на самом деле жестко ограничен в своих реакциях на испуг, на страх, боль, радость. И от того, как мы отреагировали на ту или иную эмоцию в детстве, зависит все наше дальнейшее существование, будущее, судьба и предназначение. Кем мы будем, кем станем. Есть, конечно, отклонения от нормы, но это большая редкость. Стоит несколько раз моргнуть глазами, и вот мы уже на арене, на помосте театра. Как в свое время сказал Шекспир, вся жизнь игра, и все мы в ней актеры. И у каждого есть своя роль. Роль человека на земле. В семье мы носители генов, сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра, наследники, бунтари. В обществе винтики или потенциальные реформаторы. В государстве ресурс и граждане низших или высших слоев общества. Взрослая жизнь, семья, муж, жена, деньги, работа, карьера, статус. Наши качества и характеристики, наша личность теперь проходят стресс-тест. Воля сталкивается с системой, мечты с гравитацией реальности, потому что не все наши мечты реальны. Наши действия – это попытка выцарапать свое имя на стене мироздания. И здесь вступает в свои права наука. Кто мы? Мы – это временная сцепка молекул, высших приматов, структура ДНК. По мнению большинства, все мы не просто обезьяны, а цари в пищевой цепочке всего мироздания. Но это всего лишь коллективное убеждение, а вовсе не факт. Наша цель с точки зрения биологии – репликация генов. Просто плодиться и размножаться, захватывать, осваивать новые территории. Господство для собственного выживания и комфорта. Но в жизни не всегда все получается. И тогда внутри каждого из нас бурлит протест. Мы желаем, мы хотим, мы фантазируем, мы хотим счастья, любви, свободы, славы, власти, денег. Мы хотим быть лучше, сильнее, красивее, быстрее, чем все остальные. Нам нужны впечатления, вкусные впечатления. Все мы хотим кайфа и комфорта, потому что впечатление – это как еда. Вкусная еда для выживания. Нет, не тело, а нашей психоэмоциональной личности. Голод по новому опыту, впечатлениям, интересам в жизни – это то, что нам дает ощущение чувствовать себя живым, чувствовать себя значимым. Тщеславие, амбиции, чувство собственной важности. Я существую. Этого мало. Нам хочется внимания, нам хочется уважения, нам хочется признания любви, нам хочется славы. И это несложно понять. Достаточно просто заглянуть в любую социальную сеть. Мы ищем. Мы отчаянно ищем все это в жизни, чтобы доказать, что мы – это не просто алгоритм. Мы – это уважаемые, статусные и значимые люди, цари природы и жизни. Но так ли это на самом деле? Большой вопрос.
А что, если я скажу вам, что все это иллюзия? Что, если наши сильнейшие чувства, любовь, ярость, отчаяние, это вовсе не просто чувства, а продукт ферментации? Есть древние мифы и современные метафоры. Матрица, неорганические существа, летуны, ангелы, демоны, боги, архонты, эгрегоры и, в конце концов, власть имущие. Что, если мы – это батарейка? Не буквально, как в фильме, но энергия нашего внимания, наших страданий, нашей веры питает что-то за гранью экрана восприятия. И не только в эзотерическом или мистическом смысле, но и в реальной жизни. Ведь, по правде говоря, абсолютно каждый человек – это как нефть, что бежит по трубам системы налогообложения, питая не только безжалостную машину под названием социум, государство, но и аппарат управления высшей власти. Мы – это еда для более высших существ, для богов, ангелов, демонов, архонтов, олигархов, властимущих, для системы, которая растет на человеческой душевной боли и страданиях, на нашей энергии, времени. И наше предназначение, о котором мы так тщетно думаем, это быть топливом в чужом двигателе. Конечно, на этом можно не зацикливаться, но все же давайте допустим это хотя бы на мгновение. Поймайте тишину в своей голове. Сделайте паузу. Это делает картину нашего существования гораздо объемнее. Все мы в этой жизни, абсолютно все, имеем какие-то свои собственные переживания, проблемы. И не личного характера, но и в глобальном смысле. Нищета, голод, войны. А время неумолимо бежит вперед. Тело изнашивается, биологическая программа выполняется, опыт превращается в мудрость или груз обид, мысли о судьбе становятся навязчивыми. Что это было? Что это было, спрашиваем мы себя в старости? Была ли это жизнь? Имела ли эта жизнь какой-то смысл? Это вечное бегание, как белочки в колесе по кругу, за статусом, за властью, за славой, за деньгами. Или все это была бессмысленная суета, просто блуждание? Бог, душа, дух, смысл. Эти слова вовсе не абстракция, а насущный вопрос. Насущный вопрос для каждого из нас в старости. Если мы – это лишь тело, то старость – это просто поломка машины. Если есть нечто большее, то старость – это освобождение от скафандра. И смерть – конец игры, разрушение связи разума, ума и органов чувств с материей с точки зрения науки – терминальное состояние нейронных сетей. С точки зрения эзотерики, возможно, единственный способ увидеть источник, откуда мы пришли и куда я иду. Главный вопрос нашей жизни – кто я, куда я иду? Так кто же мы? Кто такой человек? Человек – это мост между мирами? Или это дрожащая стрелка прибора, неизвестного нам биологического организма, стремящегося к выживанию? Носитель духа, спрашивающий о вечном? А может быть, просто социальное животное, играющее роли? Или одинокий наблюдатель в этой бескрайней, бесконечной вселенной? Потенциальная еда в пищевой цепочке космоса? Или существо, способное на сострадание, милосердие, любовь, добро, творение и созидание, поиск истины? В чем смысл жизни? Может быть, в самом поиске? Или наша задача эволюционировать? Не только биологически, но и в сознании, в душе. Что же за роль нам отведена в этой бескрайней вселенной? Возможно, мы просто зеркало, в
в котором Вселенная через человека смотрит на саму себя, удивляется, страдает, любит. А может, человек – это ошибка? Побочный эффект – космическая пыль, задающая себе слишком высокие вопросы. Так кто же мы такие на самом деле? Мы – это те, кто задает эти вопросы. Кто я? Откуда я? Куда я иду? Зачем я? Мы – это дети звездной пыли, осознавшие свою смертность. Мы – это сложнейшая биомашина, одержимая идеей души. Мы – это, возможно, батарейка в чужой системе и потенциальный творец новых миров. Мы – это царь природы и в то же время ее пленники. Мы – это еда времени и тот, кто пытается это время понять. Мы – это воплощенный парадокс. И пока этот парадокс дышит, чувствует, задает вопросы, он жив. Не просто жив как организм, а жив как феномен. Выживание или просветление, биомасса или дух, разум или душа, сознание или раб Божий, еда для высших существ системы властимущих или же свободный человек. Каждый сам решает, кем ему быть и как ему жить. Эту короткую, как вспышку, жизнь. Согласно своим убеждениям, представлениям, понятиям, мыслям и внутренней вере. Каждый день, каждой своей мыслью, каждым своим поступком. Как в свое время сказал один великий человек, все мысли человека материальны. И все, во что ты в жизни веришь, становится реальным. Так кто ты, человек? Тварь дрожащая или право имеющий? Откуда ты, человек? И куда ты идешь? Счастье, любовь и свобода – духовная души человека природа. Нет в этой короткой жизни большего смысла, чем осознание для осуществления любого своего желания. Так чего же ты желаешь, человек? Чтоб счастливо прожить свой короткий, как вспышка, век.